Джеральд Даррелл. Переход. Часть 2. После торгов мы зашли в пивную, и за кружкой пива Эдвард поведал то, что ему было известно о Гидеоне. Оказалось, что много лет назад маркиз де Тейдер-Вильрей пригласил Эдварда приехать во Францию, как теперь пригласил меня Гидеон, чтобы каталогизировать и оценить его обширную библиотеку. Эдвард согласился и отправился в имение маркиза в Гордж-дю-Тарне. «Тебе знаком этот район Франции?» – спросил Эдвард. «Я вообще никогда не бывал в этой стране», – признался я. «Так вот, это глухой край. Имение находится в самом Горже, в уединенной, дикой, сильно пересеченной местности. Высокие скалы, глубокие мрачные ущелья, водопады, бурные потоки, что-то вроде преисподней, какой Дорре изобразил ее в своих рисунках к божественной комедии Данте». Эдвард остановился, глотнул пиво, закурил сигарету. Завершив эту процедуру, продолжал. «В имении, кроме прислуги, всего из 3 человек, маловато для такого обширного хозяйства, я застал дядюшку и его племянника. Того самого, насколько я понимаю, что навестил тебя на днях. Скажу без обиняков, дядюшка произвел на меня весьма неприятное впечатление. У этого 85-летнего старика было злое, хитрое лицо и льстивые манеры, которые сам он явно считал очаровательными. Племяннику было лет 14, на бледном лице выделялись огромные черные глаза, он был умен не по возрасту, однако меня беспокоило то, что, как мне показалось, им владеет тайный страх. Страх перед собственным дядюшкой. В первый день моего пребывания там я, утомленный долгим путешествием, лег спать рано, вскоре после скудного и скверно приготовленного по французским меркам обеда. Старик и мальчик остались в столовой. Так совпало, что она помещалась как раз под моей спальней, и хотя я не различал отдельных слов, было очевидно, что дядюшка настойчиво уговаривает племянника сделать что-то, против чего тот страстно возражает. Спор затянулся, голос дядюшки звучал все громче и сердитее. Внезапно послышался стук отодвигаемого стула, и мальчик крикнул. Да-да, крикнул по-французски старику. «О нет, я не желаю жертвовать собой, чтобы ты мог жить! Я ненавижу тебя!» Я хорошо расслышал каждое слово, и меня поразило, что такое мог сказать юный племянник. Потом скрипнула и со стуком захлопнулась дверь столовой, мальчик вбежал вверх по лестнице, и хлопнула другая дверь, видимо, в его спальне. Вскоре и дядюшка встал из-за стола и начал подниматься наверх. Ошибиться было невозможно, он сильно приволакивал кривую ногу, и это придавало характерный звук его походке. Старик поднимался не торопясь, и, заверяю тебя, дорогой Питер, у меня волосы поднялись дыбом. Столько зла было в этом неторопливом шествии вверх по ступенькам. Он проследовал к спальне мальчика, открыл дверь, вошел. Окликнул племянника 2-3 раза, мягко, вкрадчиво, однако за этой мягкостью угадывалась страшная угроза. Потом старик произнес какую-то фразу, закрыл дверь и захромал дальше по коридору, очевидно, в свою спальню. Я выглянул в коридор. Из комнаты племянника доносился приглушенный плач, как будто мальчик лежал, укрывшись с головой. Плач продолжался, и я был сильно встревожен. Хотелось пойти к мальчику, успокоить его, но я опасался, что мое вторжение смутит его. Да и не мое это было дело, строго говоря. Все же мне было не по себе. Казалось, Питер, вся атмосфера этого дома пропитана чем-то ужасным. Ты знаешь, я не суеверен, однако я долго не мог уснуть. Все думал, каково-то мне будет выдержать эту атмосферу 2-3 недели, пока не будет завершена работа. К счастью, судьба была милостива ко мне. На другой день пришла телеграмма, в которой сообщалось, что моя сестра серьезно заболела, и у меня появился вполне легитимный повод просить маркиза расторгнуть наш контракт. Естественно, ему это не понравилось, но в конце концов он неохотно согласился. В ожидании двуколки, которая должна была отвезти меня на станцию, я бегло осмотрел часть книг. Обширная библиотека занимала не одну комнату, но основное собрание было сосредоточено в так называемой «длинной галерее», помещении, способном украсить имение наших английских аристократов. Книжные полки чередовались с огромными зеркалами, да и весь дом был полон зеркал. Я в жизни не видел их в таком количестве. У маркиза и впрямь была редкая, ценная коллекция книг, в том числе посвященных одному из твоих, Питер, любимых предметов – оккультизму. Я успел приметить интереснейшие древнееврейские рукописи о ведовстве, оригинальные издания «Открытие ведьм» Мэтью Гопкинса, великолепный экземпляр «Чудес природы» Ди. Но тут прибыла двуколка, я простился с хозяином и уехал. Честное слово, дружище, никогда еще отъезд из чьего-то дома не доставлял мне такой радости. Не сомневаюсь, что он занимался черной магией и пытался привлечь к нехорошим делам славного мальчугана.
Впрочем, сам понимаешь, у меня нет никаких доказательств, а потому не буду настаивать на своей догадке. Полагаю, старый маркиз уже мертв. Если же нет, то ему должно быть за 90. Что до мальчика, то от друзей в Париже я слышал впоследствии, что его личная жизнь не сложилась. Поговаривали о связях с женщинами определенного сорта, но это все слухи. К тому же тебе известно, дружище, у иностранцев понятия морали иные, чем у англичан. Здесь, как и во многом другом, мы, слава богу, отличаемся от остального мира. Я выслушал рассказ Эдварда с величайшим интересом и решил при случае расспросить Гидеона о его дядюшке. Собираясь в путь, я предвкушал удовольствие от поездки во Францию. 14 апреля сел на поезд до Лувра, оттуда безо всяких приключений, даже без морской болезни, доплыл до Кале, провел вечер в Париже, наслаждаясь образцами французской кухни и вин, а утром следующего дня снова сел на поезд и доехал до Тура с его шумным вокзалом, где меня, как и было обещано, встретил Гидеон. Он был в приподнятом настроении и приветствовал меня словно старого дорогого друга, что, не стану скрывать, было мне очень приятно. Я поблагодарил его за заботу, но он только отмахнулся. «О чем речь, дорогой Питер? У меня всего-то занятий. Есть, пить, да толстеть. Принять такого гостя, как ты, истинное удовольствие». Выйдя из здания вокзала, мы сели в красивую двухконную карету и быстро покатили по чудесной сельской местности, расписанной переливающимися на солнце зелеными и желтыми красками. Около часа мы ехали по дороге, которая становилась все уже и уже. Наконец, она оказалась зажатой между усеянными яркими цветами высокими валами, а над головой у нас переплетались покрытые нежной весенней зеленью ветви деревьев. Приметив в просветах между деревьями серебристый блеск водной глади, я понял, что мы едем вдоль Луары. В одном месте мы миновали массивные каменные столбы и кованые железные ворота перед дорожкой, ведущей к сложенному из розовато-желтого камня огромному красивому замку. Гидеон заметил мой удивленный взгляд человека, пораженного сказочным видением. «Надеюсь, дорогой Питер», — улыбнулся он, — «ты не предполагаешь, что я живу в доме, подобном этому чудовищу? В противном случае тебя ждет разочарование. Боюсь, мой замок покажется тебе миниатюрным. Однако меня он вполне устраивает». Я возразил, что пусть его обитель хуже сарая. По мне, достаточно этих чудесных пейзажей и предвкушения увлекательной работы. Был уже вечер. На зеленые луга легли розовато-лиловые тени деревьев, когда мы подъехали к обители Гидеона Шато Сен-Клер. На воротных столбах восседали вырезанные в камне медового цвета большие совы, и тот же мотив был искусно вплетен в кованые железные ворота. Прилегающий к замку участок разительно отличался от местности, по которой мы ехали до сих пор. Если там царило буйное, вольное цветение, луга были покрыты густой высокой травой, то здесь подъездную дорожку окаймляли огромные, старые, много метров в обхвате дубы и каштаны с толстой, как слоновья кожа, узловатой корой. Я мог лишь гадать, сколько веков эти деревья охраняли подступы к Шато Сен-Клер, но многие из них явно достигли уже изрядных размеров, когда Шекспир был еще только юношей. Лужайки под ними были гладкими, как сукно бильярдного стола, о чем заботились мирно пасущиеся в лучах заходящего солнца стада пятнистых ланей. Самцы с изящной короной ветвистых рогов спокойно провожали нас взглядом, нисколько не потревоженные стуком копыт наших лошадей. Вдали за газонами виднелась череда высоких тополей и поблескивала тихая гладь Луары. Но вот дорожка повернула, и впереди показался замок. Маленькое, как и говорил Гидеон, но совершенное строение, как бывает совершенная миниатюра. Вечернее солнце отражалось от соломенно-желтых стен, и голубоватая кровля главного здания с двумя башенками казалась поддернутой нежной патиной. Широкую веранду, облицованную плетником, венчала высокая балюстрада, и на ней восседало 3 десятка павлинов, великолепные хвосты которых спускались на ухоженный газон. Перед балюстрадой размещались аккуратные клумбы с сотнями ярких цветов, будто сливающихся с павлиньими хвостами. Это было восхитительное зрелище. Мы остановились перед широким крыльцом, дворецкий распахнул дверцы кареты, Гидеон спустился на землю, снял шляпу и низко поклонился мне с озорной улыбкой. «Добро пожаловать в Шато Сен-Клер!» Так начались для меня совершенно дивные 3 недели. Недели скорее отдыха, чем работы. Жизнь в миниатюрном, но великолепно обставленном, поддерживаемом в безупречном состоянии замке была сплошным удовольствием. Маленький парк на берегу излученной Луары содержался в идеальном порядке.
Каждое дерево казалось аккуратно подстриженным, изумрудные газоны тщательно причесанными, а расхаживающие среди могучих деревьев павлины словно вышли из рук Фаберже. Добавьте отличный винный погреб и кухню, где заправлял искусный шеф-повар, готовивший вкуснейшие, ароматнейшие блюда, и вы получите довольно верное представление о земном рае. Утро проходило за разборкой и каталогизацией книг, собрание было чрезвычайно интересным, а во второй половине дня Гидеон приглашал меня искупаться в реке или совершить верховую прогулку в парке. Он держал несколько превосходных коней. Вечерами после обеда мы беседовали на прогретой солнцем террасе, причем отличные блюда и вина, поданные к обеду, придавали нашим беседам особую теплоту. Заботливый хозяин и прекрасный рассказчик был чрезвычайно интересным собеседником. Теперь-то я, естественно, никогда не узнаю, не пускал ли он намеренно в ход свое очарование, чтобы обольстить меня. Хотелось бы думать, что это не так, что он действительно проникся ко мне симпатией и ему нравилось мое общество. Конечно, теперь это уже не играет никакой роли. Во всяком случае, я с каждым днем все сильнее привязывался к нему. Я всегда был склонен к уединенному образу жизни. Друзей, близких друзей, у меня было мало, и виделся я с ними раз или два в году, не больше. Однако дни, проведенные в замке вместе с Гидеоном, возымели сильное действие на меня. Я стал задумываться, верно ли оставаться таким затворником. Подумал вдруг о том, что все мои друзья принадлежат к другой возрастной группе, намного старше меня. Гидеон, если причислять его к ряду моих друзей, как я это делал тогда, единственный был примерно моего возраста. Под его влиянием я становился более общительным. Помню, однажды вечером, сжимая белыми зубами сигару и щурясь на меня сквозь облачко синего дыма, он сказал: «Беда в том, Питер, что тебе грозит опасность стать молодым рутинером». Тогда я, разумеется, рассмеялся, однако, поразмыслив, понял, что он прав. Понял также, что когда придет время покинуть замок, мне будет недоставать общения с этим беспечным человеком, возможно, даже больше, чем я был готов в этом признаться самому себе. О своих многочисленных родичах Гидеон говорил тепло, но с оттенком иронии рассказывал истории, рисующие их чудачество или глупости. Однако ирония его была беззлобной, с преобладанием нелицеприятного юмора. Тем удивительнее казалось мне, что он лишь однажды заговорил о своем дядюшке Маркизе. Мы сидели вечером на террасе, провожая глазами обитающих в дуплах дубов сипух, которые проносились в поисках добычи над лужайками перед нами. Я описывал ему одну книгу, полагая, что осенью ее можно будет приобрести на аукционе за 2000 фунтов. Дескать, это серьезный труд, способный занять достойное место в библиотеке Гидеона среди других трудов на ту же тему. Я мог бы принять участие в торгах. Гидеон щелчком отправил окурок сигары через балюстраду на клумбу, где тот остался лежать, будто огромный красный светлячок, и тихо рассмеялся. 2000 фунтов? Дорогой Питер, к сожалению, я не настолько богат, чтобы позволить себе такое удовольствие. Вот если бы умер мой дядюшка... Дядюшка? Осторожно спросил я. Я не знал, что у тебя есть дядюшка. Только один, слава богу, сказал Гидеон. Но, к сожалению, он сидит на сундуке, где хранится состояние нашего семейства. Эту старую свинью ничто не берет. Ему 91 год, а когда я видел его 2 года назад, на вид, никто не дал бы ему больше 50. Тем не менее, он не бессмертен, и сколько бы он ни упирался, рано или поздно дьявол прижмет его к своей груди. В тот счастливый день я унаследую хороший куш и библиотеку, которой даже ты, дорогой Питер, позавидуешь. До тех пор не могу позволить себе тратить по 2000 на книги. Однако ждать башмаков мертвеца – скучнейшее занятие, и мой дядюшка – не самый занимательный предмет для разговора, а потому давай лучше выпьем вина и потолкуем о чем-нибудь приятном. Незанимательный, говоришь? Тогда он совершенно не похож на остальных твоих родственников, про которых ты рассказывал. Небрежно заметил я, надеясь в душе, что Гидеон поведает кое-что еще об этом нехорошем дядюшке. «Что правда, то правда», – сказал он, помолчав. «Совсем не похож. Но как в каждой деревне есть свой дурачок, так и в каждой семье не обходится без паршивой овцы или безумца». «Ну что ты, Гидеон», – возразил я, – «зачем же так резко?» «Ты так думаешь?» – спросил он, и в свете угасающего дня я рассмотрел капли пота на его лице. «Считаешь, я чересчур жестоко отзываюсь о своем дрожайшем родиче? Однако ты не имел удовольствия встречаться с ним, верно?» «Верно», – ответил я. Обеспокоенный крайней горечью, звучащей в его голосе, я уже готов был оставить эту тему, явно неприятную для моего друга. «Когда умерла моя матушка», — продолжал он, — «мне пришлось не 1 год прожить в обществе моего дорогого дядюшки.
пока я не смог освободиться от него, получив скромную сумму, завещанную мне отцом. 10 лет я провел в чистилище, в обществе этого мерзавца. 10 лет не проходило дня и ночи, чтобы мне не довелось испытать дикий ужас. Его порочность не поддается описанию, и он ни перед чем не останавливается, добиваясь своего. Если дьявол бродит самолично по земле под видом человека, то не сомневаюсь, что он надевает на себя отвратительную шкуру моего дядюшки. Он резко встал и пошел в дом. Меня озадачила и встревожила горячность, с какой были сказаны эти слова. Я колебался, следует ли пойти за ним или нет, но тут он вернулся, неся графин с бренди и рюмки, сел и налил нам обоим. «Ты уж извини меня, дорогой Питер, за этот спектакль, за то, что я навязал тебе мелодраму, чье место скорее в парижском театре Гран-Гиньол, чем на этой террасе», — сказал он, протягивая мне рюмку. «Боюсь, мне вредно говорить об этой старой свинье, моем дядюшке. Одно время меня преследовал страх, потому что мне казалось, будто он завладел моей душой. Сам знаешь, дети чего только не выдумают. Не 1 год прошел, прежде чем я избавился от этого наваждения. И все же, до сих пор, как видишь, не могу спокойно говорить о нем, так что давай лучше выпьем и потолкуем о чем-нибудь другом. Идет?» Я поспешил согласиться, и мы продолжали беседовать еще час-другой. Но в тот вечер я единственный раз видел Гидеона по-настоящему пьяным. Ложась спать, я винил в этом себя, понимая, что основательно испортил ему настроение, настояв на том, чтобы поговорить о его дядюшке. В последующие 4 года я все ближе узнавал Гидеона. Приезжая в Англию, он останавливался у меня, а я не раз с великим удовольствием гостил в Шато Сен-Клер. Потом он куда-то исчез на полгода. Осталось только предположить, что им овладела, выражаясь его словами, охота к перемене места, и он решил, как это бывало с ним, съездить в Египет, или на Восток, или в Америку. Как раз в это время я был по горло занят делами, и мне, по правде говоря, было не до того, чтобы размышлять о странствиях Гидеона. Но вот, однажды вечером, когда я вернулся на свою Смит-стрит, стремительно усталый после долгой поездки в Абердин, дома меня ожидала телеграмма от Гидеона. «Приеду, Лондон, понедельник, 30-го. Можешь ли встретить ТЧК? Дядюшка умерщвлен, мне досталась библиотека, возьмешься ли каталогизировать, оценить ТЧК? Объясню все при встрече. Привет, Гидеон». Меня позабавило, что Гидеон, всегда гордившийся безупречным знанием английского языка, написал не скончался, а умерщвлен. Однако, когда он приехал, я узнал, что именно так обстояло дело. Во всяком случае, по всем наличным признакам. Гидеон прибыл поздно вечером, и мне с первого же взгляда стало ясно, что он пережил нечто ужасное. «Не могла же потеря дядюшки подействовать на него так сильно», — сказал я себе. Этот факт скорее должен был обрадовать Гидеона, но мой друг сильно осунулся. Красивое лицо его было бледно, глаза, под которыми обозначались темные круги, утратили былой блеск и живость. Приняв дрожащей рукой бокал с его любимым вином, он опустошил его одним глотком, словно это была вода. «У тебя усталый вид, Гидеон», — сказал я. «Выпей еще вина, потом пообедай со мной и ложись спать. Отложим все разговоры на завтра». «Старина Питер», — ответил он, и губы его скривились в жалком подобии обычной искрометной улыбки. «Только не изображай английскую нянюшку и не смотри на меня с такой тревогой. Не подумай, что меня одолевает хворь, просто мне достались довольно тяжело последние 2 недели, и я еще не пришел в себя. Слава богу, теперь уже все позади. За обедом все расскажу тебе, но прежде, дружище, если позволишь, я принял бы ванну». «Конечно», – поспешил я ответить, после чего отыскал миссис Мэннинг и попросил ее приготовить для Гидеона ванну и отнести его вещи в гостевую комнату. Гидеон поднялся наверх, и вскоре я последовал его примеру. У гостевой комнаты и у моей спальни были раздельные ванны. Площадь 2-го этажа была достаточно большой, чтобы я мог позволить себе эту маленькую роскошь. Только я начал раздеваться, чтобы самому совершить омовение, как меня испугал громкий протяжный вопль, сопровождаемый звоном разбитого стекла. Эти звуки явно исходили из ванны Гидеона. Я бегом пересек узкую лестничную площадку и постучался в дверь моего друга. «Гидеон!» — крикнул я. «Гидеон, что с тобой? Могу я войти?» Ответа не было.